Клеопатре удалось соблазнить двух прославленных римлян – Юлия Цезаря и Марка Антония, обеспечив тем самым 20-летнюю независимость Египта от римлян. В сентябре 31 года до нашей эры Марк Антоний вынужден был скрываться в Египте от преследующего его Октавиана. Римлянин трезво оценивал перспективы, а потому практически смирился с неизбежным поражением и скорой своей гибелью. Он ничего не предпринимал для того, чтобы снова противостоять Октавиану. Влюбленный в Клеопатру римский солдат сообщил царице об истинных намерениях Октавиана. Тот собирался въехать в Рим триумфатором, а за его колесницей должна была идти поверженная царица. Такого унижения Клеопатра не могла вынести, а потому, без сомнений, приняла решение умереть. К своей смерти Клеопатра начала готовиться еще до того, как римские войска вошли в Египет. Она не спонтанно это решила. Напротив, это стало для царицы тщательно просчитанным шагом, который должен был превратиться в своеобразную кульминацию всей ее жизни. Шли годы, и над Египтом сгущались тучи. После поражения в войне Клеопатра поняла, что ее царство обречено. Тогда попросила она слуг пустить в покое самую старшую из кобр. В садах дворца Клеопатры существовал небольшой священный уголок, куда не позволяли входить никому, кроме жрецов и самой царицы. Там, в каменных святилищах, жили египетские кобры, змеи, которых считали посланницами богини Уаджет, покровительницы фараона. С детства Клеопатру учили не бояться змей, а уважать их. Жрецы говорили, что кобра никогда не причинит вреда человеку с чистым сердцем и законной властью. Поэтому царица нередко приходила в святилище, наблюдая за их спокойными движениями. Она верила, что змеи помогают ей обрести мудрость и сохранять хладнокровие в самые трудные времена. Однажды ночью одна из кобр выползла из святилища и остановилась у дверей царских покоев. Стражники хотели ее убить, но Клеопатра запретила это делать. На следующее утро выяснилось, что во дворце готовился заговор против царицы. С тех пор люди начали говорить, что священные змеи способны предупреждать свою хозяйку об опасности. Говорили также, что перед каждым важным государственным решением Клеопатра приносила в святилище благовоние и просила богиню Уаджет даровать ей мудрость. Если змеи оставались спокойными, это считалось добрым знаком. Если же они становились беспокойными, жрецы советовали отложить важные дела. Марк Антоний покончил с собой на поле боя, упав на меч, после того, как его дезинформировали о смерти Клеопатры. Она же, узнав о смерти Антония, отравила себя ядом египетской кобры, которая укусила ее за грудь. Ей тогда было всего лишь 39 лет. Во дворец царицы прибыл крестьянин с корзиной смокв. Стражники, представленные Октавианом, не заподозрив неладное, пропустили его внутрь. Под спелыми плодами скрывалась змея, египетская кобра. Жрецы рассказывали, что одна из старейших кобр медленно выползла из корзины, спокойно вылезла на кровать царицы. Клеопатра произнесла тихо: «Если боги решили, что мой путь окончен, я приму их волю с достоинством». По преданию, кобра осторожно поднялась, нанесла ей один единственный укус в грудь царицы. Клеопатра не вскрикнула, не попыталась убежать. Она лишь закрыла глаза, словно прощаясь с Египтом. Говорят, что на ее лице не было страха, только спокойствие. Именно ее укус и умертвил Клеопатру. Клеопатра не досталась Октавиану в качестве трофея. Поступок царицы помог ей сохранить достоинство и возвыситься в глазах современников. Клеопатра лежала в царском облачении, а рядом с ней нашли двух умирающих служанок и евнуха. Все они, как полагали, умерли от укуса змеи. Когда слуги вошли в покои, они увидели Клеопатру неподвижной, а кобра уже исчезла.
Никто не знал, куда она уползла. Египтяне верили, что богиня Уаджет забрала свою священную посланницу обратно, завершив путь последней царицы Египта. После смерти Клеопатры святилище опустело. В ту же ночь все кобры бесследно исчезли, словно последовали за своей царицей. Старые египтяне говорили, что змеи не умерли, а вернулись к богине Уаджет, чтобы хранить память о последней великой правительнице Египта. С тех пор говорили, что душа Клеопатры покинула этот мир под покровительством священной кобры, а сама змея стала вечным символом ее царской власти и мужества.